Intel! Всем привет, меня зовут Роман, и на обзоре у меня Asus TUF. Внутри у нас Intel. Так, меня просили читать вам полную его маркировку. Это FX 506 IHM-AZ110. То есть это у нас Intel 11800H, да-да, 8-ядерный Intel на борту, ну и RTX 3060 в исполнении 90 Вт, 95 в бусте. Экран здесь на 240 Гц, и это лучший экран в данном ноутбуке, который вы можете купить. Там есть другие варианты. На 144, по-моему, даже на 60 Гц есть экраны, но там как бы с качеством цветопередачи такое себе. Ну а здесь sRGB 100%, то есть в принципе должно быть все нормально. Что у нас тут такого интересного? Клавиатура как клавиатура, ну блин, это Asus TUF. Такой же, как в прошлом году, визуально дизайн не поменялся совсем. Все ровно то же самое. Тачпад, клавиатура с подсветкой, довольно прикольная, есть numeric pad, в принципе все окей. Прорези типа вентиляционные, камера, подсветка, два микрофона, все окей. Кнопка включения вот здесь, ну то есть все как и было, за маленьким исключением вот этой вот наклеечки. Эта наклеечка говорит нам о том, что здесь у нас Thunderbolt 4. Ну, как бы солидно, да. Естественно, от него ноутбук не заряжается. Все-таки, как бы, 200-ваттный кирпич зарядки положили сюда не просто так. Ну, как бы, ноутбук нагруженный, соответственно, никакой зарядки от Type-C здесь быть не может. Ну, то есть, мощная модель, все дела. Итак, что у нас тут? Комбинированный разъем, микрофон, наушники, Thunderbolt, он же Type-C, два разъема SuperSpeed USB, сеть HDMI, ну и разъем для зарядки. С другой стороны у нас один USB и дырка, которая могла бы быть картридером, но на самом деле это выход с динамиков. И в целом все. Ну, USB их 3 штуки, ни один Thunderbolt, он же Type-C, на самом деле не так много, хотелось бы видеть еще что-нибудь, но это Asus TUF, это не самая дорогая модель, на нем, конечно же, остаются отпечатки, вот этот верх, он типа металлический, по крайней мере, очень похож на ощупь, либо это какая-то металлизированная краска, но крышка у TUF была металлическая. Сам ноутбук 100% пластик. Матрица немножко тоже имеет очень небольшой радиус кривизны, кстати, не сильно прогибается одним пальцем почти открывается. Не очень хочет, петли довольно туговатые для одной руки. Вентиляционное отверстие у нас прямо напротив турбин. Ну и в целом давайте, наверное, перейдем к разборке и посмотрим, что там и как. Ваттная батарея, 90 Вт-часов. Солидно. Солидно, ничего не сказать. 90 Вт-часов это надежно, 90 Вт-часов это солидно. 90 Вт-часов это 90 Вт-часов. Так что, ну, тут без вариантов. Так, что у нас тут еще такого интересного? У нас тут Wi-Fi модуль лежит под NVMe накопителем. Вижу я. Да? Да. Лежит Wi-Fi модуль под NVMe накопителем. Интеловская сеть AX201NGW. Ну, в целом, окей, AX, все дела. SSD накопитель с наклейкой. То есть посмотрим, что за он уже только в операционной системе. Ее, если честно, так себе отрывать и приклеивать обратно.
Ну и на модуль здесь есть даже вот небольшая термопрокладочка, хотя, конечно, отводить охлаждение Wi-Fi на SSD-накопитель это прям... Не знаю, есть ли для этого инженера отдельный котел в аду, но возможно. Ну, то есть, не делайте так. Один модуль оперативной памяти на 16 гигабайт, тоже с двух сторон заклеенный типа теплорассеивающей наклейкой. Ну и, соответственно, тоже будет видно только в операционной системе. Но наверняка это Samsung на 3200, 16 гигабайт одной планкой, чтобы было попроще расшириться. Эти ноуты берут как бюджетные рабочие станции и, соответственно, приняли меры, так скажем. Хотя, может, есть и другая версия комплектации с двумя планками по 8. Почему нет? Из заметных отличий вот этот вот радиатор. Что это у нас здесь? Не знаю. Наверняка здесь стоит мультиконтроллер. Скорее всего, охлаждается. Ну, чипсет. Может чипсет, может мультиконтроллер. Ну, блин, мультиконтроллер часто в составе процессора сейчас. Но здесь может быть выполнен отдельно. И вот, короче, чипсетная часть, вот это вот явно она. 2 M2. Что, естественно, плюс. Батарея не позволяет сюда установить накопитель. И в комплекте, естественно, ничего нет. И нет никаких разъемов, которые могли бы намекать на то, что здесь может быть 2,5-дюймовый накопитель в другой комплектации. Но другая комплектация у него бывает. По батарейке ровно половинка от этой. 45 Вт-часов. То есть вот так вот. Соответственно, наверное, в нем какие-то опции доступны. Ну, а может и нет, кто знает. Но визуально здесь вот ничего нет. Там, возможно, другая плата внутри немножко. Что здесь еще такого интересного? 11800H, 8-ядерный камень Intel, и это серьезно. Новый H процессор. Все дела. 3060, память, VRAM. Все накрыто радиаторами, контактирует с тепловой трубкой. В общем, все хорошо. Даже вот этот вот аппендикс они вот сюда, скажем так, приконнектили. Теперь давайте по радиаторам. Есть чем сравнить на самом деле, но радиаторы довольно большие. Здесь у нас алюминиевый радиатор. Он довольно массивный. Здесь два медных радиатора, на концах покрашены. Они довольно массивные, то есть они как бы и довольно толстенькие, и достаточной ширины. Ну и, конечно, большая куча тепловых трубок. 8-миллиметровая приплюснутая трубка, которая пересекает у нас два радиатора и процессор, и графический чип. Соединены они похоже на пайку. Но, если честно, не очень уверен. Это не факт, что это припой. Вроде припой. Вроде. Как-то там вот по трубке, вот прям в самом низу они припаяны. Что у нас здесь еще такого интересного? Еще одна тепловая трубка, которая соединяет два девайса и два радиатора. И еще одна тепловая трубка, которая задействует дополнительный радиатор. То есть, что можно сказать? Все радиаторы охлаждают все. Ну, то есть, этот и этот радиаторы соединены со всеми девайсами. Ну, то есть, и с процом, и с видиком. Отдельная тепловая трубка на один из радиаторов выводит VRAM и видеопамять. Солидно на самом деле. Солидно. Выглядит убедительно. Не знаю, как насчет охладить именно интеловский 8-ядерный процессор, но вот 5800H, на мой взгляд, с 3060, особенно учитывая, что она на 90 Вт, как бы должно было бы потянуть. Но давайте посмотрим, как говорится, в тестах, как оно будет с интелом. Потому что, ну, выглядит убедительно, вот, если честно. Ну, я не вижу, к чему здесь особо придраться. Вот прям по охлаждению, вот это вот максимум, который они смогли сюда запихнуть, и он выглядит хорошо. Ну, то есть он действительно выглядит хорошо. Большая батарейка, два динамика, нормальная плата, два разъема под память полноценных. Можно поставить два модуля. Максимум, правда, обещают до 32 гигабайт, но никто не мешает пробовать ставить 64. В принципе, чипсет должен позволять, ну, поскольку это, простите, 2021 года модель, а H-процессор, который сюда вышел, 11800H, появился вообще совсем недавно.
Ну, по крайней мере, относительно того дня, когда я записываю этот ролик. 2М2. Прекрасно. Ну, то есть внутри меня пока все устраивает. Я ожидаю, что это будет работать. Есть, конечно, и ложка дегтя во всем этом. Это вентиляционное отверстие. Они стали заметно лучше, чем в прошлый раз. То есть вот окошко, которое накрывает турбину. Вот окошко, откуда она забирает воздух. Здесь два окошка на турбину. Но я бы предпочел, чтобы вся нижняя часть была выполнена вот так. Здесь еще два окошка, чтобы турбина полноценно могла воспользоваться этим воздухом. Здесь еще два окошка, потому что, ну, вот этого места немножко все-таки маловато. Я так предполагаю, что они сделали это для того, чтобы воздух проникал вот отсюда и охлаждал там какие-то дополнительные элементы, просто гулял там по платье. Но на самом деле практика показывает кастомизации данных корпусов, что выпиливание просто вот таким вот образом всех решеток делает его холоднее в любом случае. Ну, как бы плюс относительно самого первого варианта этого корпуса, минус относительно того, что могло бы быть. Достаточно было добавить сюда металлическую упорную пластину для того, чтобы корпус не гулял, когда в нем столько дырок выпилят. Ну и, соответственно, на этом как бы все. Ну, он покрыт изнутри металлизированной краской. Ну, как бы в целом здесь все стандартные сеточки на динамиках, типа акустические. Ну и как бы крышка сильно не гуляет, жесткость достаточная, можно все это дело собирать и тестить. Потому что, ну, обилие меди прям бросается в глаза. Хотя сами съемники вот на жидких прокладках, они не супер толстые. Всего где-то миллиметровой толщины эти пластины. Но как бы и трубка приходит практически везде. Так что будем надеяться, что все здесь будет работать как надо. Ладно, буду собирать, будем смотреть в тестах. Итак, результат PCMark 10. И вот тут начинается, скажем так, магия. 6676 баллов и 5111 баллов. А что такая разница? Ну, первый вариант это родной экран, а второй вариант это подключение монитору через DisplayPort. Подключение монитора через HDMI в режиме дублирования 6539 баллов. То есть улавливаете разницу, да? Итак, 3D Mark, FPS, ладно, окей, не очень понятно, давайте посмотрим сразу на очки. 7785 баллов. Интересно, какой же это результат? Ну, наверное, это родной экран, да? А 8100 это DisplayPort. В смысле, только что в PCMark при подключении через DisplayPort общий результат был меньше. Что происходит? Почему разные результаты? Здесь, ладно, через HDMI мы результат не приводим, потому что он такой же, как и родной дисплей, это плюс. Ладно, поехали дальше. Cinebench R23. Здесь, в зависимости от типа подключения экрана, как ни странно, результат не отличается. 12484 балла в многопотоке и спойлер. Это много, это хороший результат. И 1507 баллов в однопотоке. Это вообще практически отличный результат. Ну, то есть здесь проблем нет. Тест накопителя. Ну, как бы тоже от экрана ничего не зависит. Накопитель неплохой, среднего уровня, мог бы быть лучше, но окей, накопитель нормально. Тест нагрузочный, OCCT, Power Supply тест. Мы нагружаем все. И процессор, и интегрированную графику, и дискретную графику. И вообще, в принципе, все. Частота, правда, всего 2,5 ГГц в пиковой нагрузке, но температуры в целом не так, чтобы супер высоки. Процессор 88, интегрированная графика 77, графика просто дискретная RTX 3060 лэптоп 86,22 и горячая точка 91,31. Чаще всего это температура видеопамяти. В данном случае неизвестно, чего эта температура, но хотспот почти 92 градуса. По нагреву самого ноутбука в районе радиаторов корпус прогрелся у нас максимум до 51 градуса. Многовато, но клавиатура не горячая и в целом ничего криминального нет.
как видим, с перегревом никаких вопросов к игровым тестам. Начнем с Dota. Здесь все довольно просто. Первый результат, который я вам показываю, это один экран в принципе. Либо HDMI, либо интегрированный с DisplayPort'ом, все немножко сложнее, о нем позже. В общем, сейчас вы видите результат в среднем там 100-110 неуверенных в себе баллов, местами с просадками до 90. Это либо родной дисплей, либо дисплей, подключенный по HDMI, когда родной выключен. Это важно. То есть работает только один экран. Либо HDMI, либо встроенный. Неуверенных в себе 100-110 баллов. Магия монтажа, и у нас экраны в режиме дублирования. Вы думали, FPS останется таким же? Если честно, я тоже. Как бы интегрированная графика у нас отключена, но неуверенные в себе 90 кадров, местами с просадками до 70. Окей, а теперь подключение через DisplayPort. Неуверенные в себе 150 кадров. Не 110, не 80, 150. Ладно, местами там 120, 130. Но как бы окей. В смысле, по дисплею ноутбук показал сильно лучший результат, чем даже на своем родном экране. Как так-то, а? Кстати, важная ремарка. Проблем с качеством графики, с плавностью игры не наблюдается. CSGO настройки максимальные, как и в Dota были. Ну и родной экран, либо отдельно HDMI, неуверенные в себе там 150 кадров, местами там 180, местами 130, в целом все нормально. Дублирование экранов, неуверенные в себе 120 кадров, местами 130, а местами и 90. И DisplayPort, неуверенные в себе 250 кадров. На треть больше, чем на родном дисплее. Но, вы думаете, что вы сможете подключить DisplayPort и нормально поиграть в CSGO? Нет, так дело не пойдет. Какие-то непонятные фризы, лаги и вообще в принципе проблемы с плавностью картинки, хотя FPS высокий. Ну и в принципе, как бы мы видим по показателям, что как бы проблема-то особых, ну типа с количеством кадров, с фреймрейтом все еще нет. Танки. Родной экран, либо HDMI. Ну, или. В среднем 115 кадров. Ну, в целом, местами 120, местами 110. Ну, как бы дублирование экранов. И средний FPS где-то в районе 100. Чуть-чуть ниже. DisplayPort 160. Местами 200. С лагами непонятными на таком FPS. То ли с фреймтаймом проблема, то ли с чем-то еще. Хотя, ну, график не показывает проблемы с фреймтаймом. Мы даже, мы перепроверили несколько раз. Мы поставили патч на DisplayPort отдельный. Самые последние драйвера, последнее обновление операционной системы. Спойлер, даже игры и операционная система 100% лицензионные. Ну, танки так вообще бесплатные. Что происходит? Escape from Tarkov. Да? Да. Ну, неуверенные в себе 90 кадров. В принципе, неплохо. Дублирование экранов уже неуверенные в себе 80, местами с просадками посильнее. Ну, то есть, как бы, тоже окей, потеря производительности есть. И DisplayPort. Неуверенные в себе 120 кадров. И опять же какие-то непонятные микрофризы. Местами, конечно, что-то непонятное происходит с временем кадров, но такое ощущение, что FPS сильно выше, чем мы его видим на самом деле. Потому что вот эти вот подлагивания берутся вообще непонятно откуда. Игры установлены на SSD-диск, никакой проблемы с пропускной способностью, с загрузкой данных или с чем-то еще. Но проблема наблюдается. Warzone. В среднем где-то в районе 90 уверенных в себе кадров на родном экране, либо по HDMI. Или. В режиме дублирования уже где-то в районе 80. То есть, опять же, где-то 10 кадров потеря, ну, где-то там в районе 10%, короче, улетает при подключении второго экрана в режиме дублирования, ну, ничего не поделаешь. И DisplayPort.
Здесь у нас с FPS опять непоняточки. То его 60, то его 120. А посмотрите на эту прекрасную картину фреймтайма. Комфорт, играбельность и вот это вот все. Ладно, давайте посмотрим на Red Dead Redemption. Ну, родной экран где-то в районе 70 кадров. Местами, конечно, с просадками пониже, но в целом окей. В районе 70 кадров. Дублирование экранов опять где-то пропало 3 кадра. Ну, а, соответственно, в других сценариях и того больше. То есть потеря в районе 10%, ну окей, ладно. Что уж там, простим уже. И DisplayPort. И, как ни странно, результат примерно такой же, как при дублировании экранов. Только опять наблюдаются какие-то пролагивания. Ну и видите, что время кадров, то есть тоже такое не очень местами однородное. Хотя FPS при этом, ну, как бы не такой плохой. Ну, там просадка до 34 кадров мелькнула, ну вот она и отражает ситуацию. Ладно, Киберпанк. Родной экран, где-то в районе неуверенных в себе 50 FPS, ну окей, допустим. Но режим дублирования, те же неуверенные 50 FPS. Ну да, видно, что если как бы активности на экране чуть побольше, то FPS просаживается чуть сильнее. Не падает там до 47-48, а местами падает и до 45. Окей, те же 10%, окей, 5-10%. DisplayPort. Неуверенные в себе 40 кадров и непонятное время фреймтайма. Что происходит? То по DisplayPort'у игры идут с сильно большим количеством FPS, то как бы с меньшим количеством FPS, но практически всегда лагают. Какой же можно сделать вывод из тестов вот этого чуда? Я, если честно, что-то не сильно понял. Окей, родной экран. Судя по всему, он каким-то образом магическим работает через интеграху. Ну, иначе такое поведение объяснить нельзя. Особенно, когда при подключении через дисплей, через тип C DisplayPort, у нас внезапно растет FPS. Но как-то со стабильностью что-то непонятное. Что-то я не наблюдал на других ноутбуках ситуацию, когда ты втыкаешь в DisplayPort экран, и у тебя начинаются какие-то лютые фризы. Это что-то за гранью добра и зла. Ну, окей. А стесняюсь спросить, почему внутренний экран тогда так подключен? Почему на нем FPS меньше, чем по дисплею? То есть вот я купил устройство в себе, ноутбук целый, готовый. Скорее всего, конечно, я его буду использовать с какими-то периферийными устройствами. Но если я беру ноут, я беру его, чтобы типа открыть его, да, и тут прям вот так им пользоваться на родном экране. А зачем мне он еще? Вообще зачем мне он нужен тогда? Но покупая Asus TUF F15 на 11800H, что интересно, на A15 с AMD-шным процессором на борту, такой проблемы не наблюдается. Это что? Хваленое качество драйверов Intel? Стабильность продукта? Процессор, который, скажем так, после появления ESXe появился там чуть ли не на полгода позже. Сначала появилась G35 серия, и там максимальный процессор был 4.8. Это 816, это обновленный камень, который появился сильно позже, как ответ на 5800H, ну и 5900HS, естественно, вот на вот это вот все. Который должен был прям показать Кузькину мать. Да, в однопотоке он может, но толку, если вот такие проблемы с графикой? Что вообще происходит с его уровнем производительности? В PC-марке он, на своем экране быстрее, на DisplayPort'у минус 1500. А если у меня монитор на тип C с дисплеем? Как быть? Минус 1500? Серьезно? А может мне тогда, не надо было брать такой ноутбук просто? А что в играх происходит? На родном экране у меня в доте, простите, сколько? 100-110 кадров? А по дисплею 150? Где мои 50% производительности? Откуда они нарисовались? Почему их нет на родном экране? Ладно, почему их нет, мы видим дальше. Подключился по дисплею, страдай. Просто умри.
время кадров, лаги, ну, кроме доты. И вот это вот все. Вообще, в принципе, местами вплоть до неиграбельных ощущений. Ну, то есть, вплоть до того, что его в играх через дисплей нельзя использовать. Местами преимущество на стороне дисплей-порта. В Warzone он медленнее. Intel, что происходит? Может, конечно, Asus виноват конкретно в данной модели ноутбука, но проблем с перегревом нет. Проблем у AMD, ну, версий платформе AMD, нет. Окей, мы тестировали другие ноутбуки. У нас была похожая ситуация с Lenovo Legion, но там все очень просто. Там есть 3 режима работы через FN плюс Q, которые меняют ограничения по потреблению. Ну и, соответственно, мы тестировали в режиме Performance. Здесь мы сделали то же самое. Ну, то есть ограничений по потреблению не было. Окей. Второй пункт. В Lenovo имело значение, используется ли гибридная графика, и там при подключении внешнего дисплея мы теряли там, ну, 25%, пусть будет 25% производительности при подключении второго дисплея. Просто потому, что был включен гибридный режим графики. Как только его выключаешь, все. FPS возвращается, ну, то есть он не становится больше, он становится таким же, как на родном дисплее в режиме дублирования. То есть, ну, как бы никуда производительность не исчезает. Она ниоткуда там не берется при подключении к дисплей-порту. Там нет разницы. А здесь есть. Мы перепробовали настройки, мы поковырялись в BIOS, мы отключали и включали интеграшку для проверки. Не помогало ничего. Мы ставили патчи. Мы обновляли операционную систему, мы переставляли операционную систему, драйвера, все дела. В том числе патч с сайта Asus, относящийся конкретно к работе дисплей-порта. Ну, через типца. И чё? Это нам помогло? Нет. И как бы, ну, камон. Я, разбирая этот ноутбук, думал, что я увижу, ну, вот прям конкурента ноутбуку с такой же конфигурацией, но на 5800H. Потому что, ну, это тоже 816. Этот процессор должен был чуть-чуть слить ему в многопотоке и выиграть в однопотоке. Ну, как бы в офисных задачах должен был оказаться чуть быстрее, в играх выступить примерно паритетно и чуть-чуть отстать в рендере. Такой должен был быть результат. Но по итогу это продукт, которым я бы не рекомендовал пользоваться никому. Просто потому, что, ну, играя, ну, а это игровой ноутбук, играя не через DisplayPort, вы теряете, ну, местами сильно в производительности. Но при этом через DisplayPort играть невозможно. А играя на родном экране, ну, вы получаете продукт, который медленнее, чем должен быть. И да, мы выключили интеграшку в настройках, мы включили интеграшку в настройках. Не поменялось ровным счетом ничего. Для кого данный ноутбук? Ну, если бы он работал как надо, то назначение было бы такое же. Это была бы неплохая бюджетная рабочая станция. Для игр не нужен 8-ядерный процессор, пока, по крайней мере, в массе своей. И RTX 3060 на 90 Вт, но это RTX 3060 на 90 Вт. Для рабочих задач вот так. Для игр, конечно, лучше искать со 130-ваттной картой. Два разъема под M2 NVMe накопители. 90-ваттная батарея 2 часа. И два слота под ИЗУ, ну, делают его неплохой станцией с возможностью апгрейда, учитывая, что установлен только один модуль на 16 гигов. Можно вот так расшириться до 32, докинуть второй M2 NVMe, ну и все, и станция готова. Но это не станция. Это мусор. По крайней мере, пока они не исправят те проблемы, которые с ним есть. Ну, как бы, мы ноутбук не получаем в момент выхода. Мы в Беларуси находимся. Мы покупаем их за свои деньги, когда они появляются в продаже. К этому моменту он продается уже месяца 2-3 по всему миру. И да, патч уже успел выйти, только он ничего не решил в нашем случае. Мы его поставили, у нас лицензионная винда здесь. И чё? Это помогло? Нет. Драйвера помогли? Нет. А
Как жить с этим устройством, если вы заплатите за него деньги? Это не дешевый ноутбук. Он стоит столько же, сколько ноутбук на базе процессора AMD. И как бы, камон. Я, если честно, вообще этого странного поведения в играх не понял. Да, им можно пользоваться на родном экране, но как бы, а смысл, если там как бы того уровня производительности, который по идее здесь должен быть, не наблюдается? 110 кадров в доте на RTX 3060 в доте? Серьезно? Ладно, в других играх, даже в других играх на таком же ноутбуке FPS выше. То есть эти там 20% их здесь нет. Просто нет изначально. Да, при подключении через дисплей они внезапно появляются. Но картинка фризит так, что это просто некомфортно. Ладно, короче. Передаю в мусорку, как говорится. Ладно. Он мне еще нужен, мы за него все-таки деньги заплатили. Будем что-то думать, будем ждать обновления от Asus. Ну а какие у меня еще есть варианты? Мы его купили, и продать дальше его теперь нереально, потому что это не тот продукт, которым можно пользоваться нормально из коробки. Подключили экран по дисплею и получили косяки. Подключили второй экран, получили снижение производительности без возможности как бы его не получать. Ладно, ну хотя бы не такое сильное, как на платформе AMD, но там это отключается. Очень странный ноутбук. Если подытоживать, если вам пользоваться только им на своем родном экране, ну как бы окей, но я бы, опять же, выбрал бы что-нибудь другое. Мы на том же Asus с тем же 3060, но только A15 получили лучшие результаты, чем здесь, в тесте. Ну а на этом все. Всем пока и помните, E2 Byte только лучшее.